Черное море. Крым. Здесь еще недавно гремели сражения Великой Отечественной войны. Здесь немцы узнали последовательную силу ударов советского оружия и были сброшены в море. Вдоль крымского побережья протянулись многочисленные провода связи. Сегодня советский Крым принимает в свои вновь восстановленные после фашистского нашествия приморские дворцы руководителей трех великих держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которым предстоит обсудить в этой встрече вопросы огромной исторической важности. Дворец, приготовленный для встречи американской делегации. Вестибюль. Личный кабинет президента Рузвельта. Дворец, предназначенный для пребывания британской делегации. Дворец советской делегации. В Крым для участия в конференции прибыли председатель Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик Иосиф Виссарионович Сталин, народный комиссар иностранных дел Союза СССР Вячеслав Михайлович Молотов. На аэродроме в день прибытия американской и британской делегации. Для встречи прибывающих в Советский Союз союзных держав и их штабов на аэродром прибыли заместитель Народного комиссара иностранных дел Союза СССР товарищ Вышинский, посол СССР в Англии товарищ Гусев, заведующий протокольным отделом наркоминдела товарищ Молочков, народный комиссар военно-морского флота товарищ Кузнецов, маршал авиации Худяков, генерал-лейтенант Грызлов. На аэродром прибыл товарищ Молотов. Посол СССР в Соединенных Штатах Америки товарищ Громыко. Самолетов происходит строго по расписанию. Первым прибывает самолет английской военной делегации. Начальник имперского генерального штаба фельдмаршал Алан Брук, первый морской лорд, адмирал флота Кеннингем, начальник штаба воздушных сил маршал авиации Портал,
Начальник штаба министра обороны генерал Исмей. Министр военного транспорта лорд Лезерс. Самолет посла Соединенных Штатов Америки в СССР господина Гарриман. Господин Гарриман. Самолет министра иностранных дел Великобритании господина Идена. Господин Антони Иден. Заместитель министра иностранных дел Великобритании господин Кадоган. Самолет государственного секретаря Соединенных Штатов Америки господина Стетиниуса. Господин Стетиниус. Специальный помощник президента Гарри Гопкинс. Самолет начальника штаба президента адмирала флота Леги. Адмирал Леги. Главнокомандующий военно-морскими силами Америки адмирал Кинг. Вице-адмирал Кук. Самолет начальника генерального штаба американской армии генерала Маршалл. Генерал Джордж Маршалл. В этот день аэродром непрерывно принимал прибывающие самолеты союзных держав. Радиостанции поддерживали непрерывную связь с воздушной трассой. В воздухе от президента Соединенных Штатов Америки господина Рузвельта.
президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт. В воздухе самолет премьер-министра Великобритании господина Черчилля. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Дочь премьер-министра Черчилля, миссис Оливер. Дочь президента Рузвельта, миссис Беттигер. Господин президент, господин премьер-министр, почетный караул, в честь вашего прибытия в Союз Советских Социалистических Республик построен начальник почетного караула старший лейтенант Казупеев.
Делегации отбывают в дворцы, предназначенные для их пребывания. «4 февраля 1945 года, день открытия конференции. В кулуарах перед началом совещания. Конференц-зал, где за круглым столом предстоит встреча руководителей 3 великих народов. Круглый стол. Кресло президента Рузвельта. Кресло маршала Сталина. Кресло премьер-министра Черчилля.
4 часа дня. Крымская конференция открылась. 9 пунктов совместного заявления 3 руководителей союзных держав с исчерпывающей ясностью и полнотой раскрывают те великие решения, какие были приняты в результате встречи. Крымская конференция определила планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии. Союзные армии и военно-воздушные силы союзников на основе более тесной, чем это было когда-нибудь раньше, координации военных усилий, нанесут в полностью согласованные сроки новые, еще более мощные удары в сердце Германии, удары с востока, с запада, с севера и юга. Так было решено на конференции. Караул дворца несут бойцы Красной Армии рядом с матросами и офицерами американского военного флота. В дни работы конференции Красная Армия одержала ряд блистательных побед на территории Германии. Советское военное командование, представленное на конференции, ни на минуту не теряло связи с действующим фронтом. Заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии, генерал армии Антонов. В течение всей конференции, кроме ежедневных совещаний глав правительств и министров иностранных дел, каждый день имели место совещания министров иностранных дел с участием их советников. Эти совещания, говорит совместное заявление руководителей 3 союзных держав, оказались чрезвычайно полезными, и на конференции было достигнуто соглашение о том, что должен быть создан постоянный механизм для регулярной консультации между 3 министрами иностранных дел. Поэтому министры иностранных дел будут встречаться так часто, как это потребуется, вероятно, каждые 3 или 4 месяца.
перерывах между совещаниями участники конференции совершали прогулки в парках дворцов. Президент Рузвельт с дочерью совершает прогулку по Дворцовому парку. В течение 8 дней ежедневно за круглым столом собирались руководители 3 великих держав, решая вопросы завершения разгрома нацистской Германии и установления прочного мира. На конференции были поставлены и решены следующие вопросы: разгром Германии, оккупация Германии и контроль над ней, репарации с Германией, вопрос о конференции Объединенных Наций. Была составлена и подписана декларация об освобожденной Европе. Был подвергнут всестороннему и плодотворному обсуждению вопрос о Польше, о Югославии. Были установлены принципы и сроки для совещания министров иностранных дел. Последний пункт совместного заявления гласит: единство в организации мира, как и в ведении войны. В заключение конференции руководители 3 держав предоставили возможность собравшимся здесь кино- и фоторепортерам снять их во время отдыха во внутреннем саду одного из дворцов. В последнем 9-м пункте заявления, подписанном руководителями 3 великих держав, сказано: наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших правительств перед своими народами, а также перед народами мира. Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между нашими 3 странами и между всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества — прочный и длительный мир, который должен, как говорится в Атлантической хартии, обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды. Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации предоставят самую большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира. Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин.
В день закрытия конференции министры иностранных дел встретились для подписания ряда документов. Конференция закончилась в атмосфере глубокого взаимопонимания и боевого содружества трех великих союзных держав. Государственные деятели и представители советского командования вновь собрались на аэродроме, чтобы присутствовать при отлете президента Соединенных Штатов Америки из Советского Союза. Президенту были представлены молодые офицеры Красной Армии, принимавшие участие в рапорте почетного караула. Покидая Советский Союз, президент Соединенных Штатов Америки господин Рузвельт обратился с посланием к председателю Совета народных комиссаров Союза СССР товарищу Сталину. Покидая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз сказать вам, как глубоко я благодарен за многие любезности, которые вы проявили в отношении меня, когда я был вашим гостем в Крыму. Я уезжаю весьма ободренный результатом совещания между вами, премьер-министром и мною. Народы мира, я уверен, будут рассматривать достижения этого совещания не только с одобрением, но и как действительную гарантию, что наши три великие нации могут работать в мире так же хорошо, как и в войне.
14 февраля премьер-министр Великобритании господин Уинстон Черчилль покидал Советский Союз. Отбывая из Советского Союза, премьер-министр сделал перед микрофоном кинохроники следующее заявление. Colonel General Yermoshenko, officers and soldiers, Генерал-полковник Ермаченков, Army офицеры и солдаты русской армии и военно-воздушных сил, офицеры и солдаты королевских военно-воздушных сил, собравшиеся здесь. 12 days ago, upon this airfield, С тех пор, как 12 дней тому назад мы приземлились на этом аэродроме в разоренном войной Крыму, в мире произошли большие события. the permanent friendship and association of the three great powers has been Постоянная дружба и сотрудничество трех великих держав были провозглашены более точно и более авторитетно, чем когда-либо раньше. We now look forward to marching into the heart of the enemy's country and crushing down forever Теперь нам предстоит вступить в сердце вражеской страны и сокрушить навсегда отвратительную нацистскую тиранию, которая грозила воспрепятствовать движению человечества вперед, его дальнейшему прогрессу. Противник поставил свои преграды на этом пути, и все наши народы вместе, наши три народа и многие другие нации мира сокрушили эти преграды. В авангарде всей этой борьбы советские армии покрыли себя неувидаемой славой. We have all bound ourselves to work together to make sure
Мы все обязались работать вместе после окончания нынешней войны для того, чтобы обеспечить более счастливую жизнь и рост благосостояния широких масс народа в каждой стране, для того, чтобы нации получили возможность жить в мире, не боясь больше подлой агрессии, жестокой агрессии, никогда не подвергаясь больше тяготам войны. Перед нами открылись перспективы. Давайте же посвятим достижению этого наши объединенные усилия, наши непоколебимые намерения, нашу неиссякаемую жизненную энергию. Я рад, что мы сегодня собрались здесь все вместе, и что подразделение Королевских военно-воздушных сил, которое находилось здесь с вами, имело возможность узнать, что представляет собой действительное русское гостеприимство. Это семена урожая, который в будущем соберут другие поколения. Эти поколения будут пользоваться плодами нынешних усилий своих отцов. Я благодарю всех вас и, покидая землю России, воскресший Крым, очищенный от гуннов благодаря русской доблести, покидая советскую территорию, я выражаю всем вам и вашим руководителям, и особенно вашему великому вождю, верховному главнокомандующему маршалу Сталину, благодарность и восхищение доблестным русским народом и его армией, испытываемое британской расой, разбросанной по всему миру, по всем океанам и всем частям земного шара. Мы молимся, чтобы русский народ никогда больше не подвергался тяжелым испытаниям, из которых он вышел с такой славой. Крымская конференция закончилась. Ее решения имеют поистине историческое значение. Ее результаты скажутся в быстром завершении разгрома гитлеровской Германии и в дальнейшей совместной работе трех великих держав по созданию прочного послевоенного мира. Крымская конференция закончилась. Советский Крым навеки сохранит память о великой исторической встрече, с которой связаны лучшие чаяния всего свободолюбивого человечества.